Знаете, Луна. Мы видим ее почти каждый вечер. Она стала настолько привычной частью пейзажа, что мы, по-моему, просто перестали о ней думать. Ну, висит и висит. Но я вот что хочу сказать. Этот серый каменный шар в небе — это нечто гораздо большее. И нам пора туда вернуться. И я понимаю, что сейчас многие могут со мной поспорить. Конечно, скептиков хватает. И их аргументы звучат вполне здраво. Но что мы там забыли? Это же безжизненная пустыня. Днем адская жара, ночью холод, который и не снился. Зачем такие траты, если на Земле полно нерешенных проблем? И, честно говоря, с этим сложно спорить. Но вот в чем штука. Если бы Луна была всего лишь мертвым камнем, но это совсем не так, и именно поэтому, как мне кажется, возвращение туда — это не прихоть, а необходимость, и у меня есть 3, как мне кажется, железобетонных аргумента, основанных на самых свежих данных. Итак, поехали. Аргумент номер 1. Это, казалось бы, самое простое. Наше с вами любопытство. Луна — это просто клубок загадок. Причем даже там, где, как нам казалось, мы уже все давно поняли. Давайте просто посмотрим, чего мы на самом деле до сих пор не знаем. Ну вот, например, самый базовый вопрос. Откуда вообще взялась Луна? Все мы со школы помним эту историю про гигантское столкновение. Так вот, похоже, эта красивая теория просто-напросто трещит по швам. Вспомним. Долгое время главной была такая версия. В молодую Землю врезалась другая планета размером с Марс. Из обломков, выброшенных на орбиту, и слепилась Луна. Красиво? Да. Логично? Вроде бы. Но есть одна огромная, просто гигантская проблема. Анализ лунного грунта показал, по своему химическому составу Луна практически клон Земли. А где тогда следы той, другой планеты? Их нет. Этот парадокс ученые называют изотопным кризисом. И чтобы как-то спасти ситуацию, ученые выдвигают совершенно фантастические гипотезы. Например, модель Синестии. Только представьте, удар был настолько мощным, что обе планеты буквально испарились. Они превратились в гигантский вращающийся бублик из раскаленного каменного пара. И уже внутри этого облака, как капли из тумана, сконденсировались и новая Земля, и Луна. Это, конечно, объясняет их сходство, но звучит как научная фантастика, правда? И это лишь показывает, мы до сих пор не знаем ответа на самый главный вопрос. И это не единственная загадка. Вот еще одна вещь, которая полностью рушит наши старые представления. Мы привыкли думать, что Луна — это геологически мертвый объект. А вот и нет. Недавно ученые взяли старые данные, собранные сейсмометрами миссии «Аполлон», обработали их новыми методами и ахнули. Оказалось, Луну трясет в 2,5 раза чаще, чем мы думали. Она живая. И самое интересное, как именно ее трясет. У нас на Земле землетрясение — это быстро. Толчки длятся секунды, но в крайнем случае минуты. А на Луне лунотрясение может продолжаться часами. Часами, представляете? Все дело в том, что ее сухая, раздробленная порода не гасит сейсмические волны, а наоборот, позволяет им гулять туда-сюда. Астрономы так и говорят, что Луна звенит, как колокол. И это, конечно, колоссальный вызов для будущих строителей. И это ведь только верхушка айсберга. Почему Луна двуликая? С одной стороны гладкие темные моря, с другой стороны сплошные кратеры и горы. Откуда на ее поверхности зона с сильнейшим магнитным полем, если у Луны давно нет жидкого ядра? Откуда взялась вода в полярных кратерах? Чтобы найти ответы на все эти вопросы, нам нужно вернуться. С новыми инструментами, с новыми технологиями. Окей, с наукой, надеюсь, разобрались. Но чистое любопытство — это одно. А что насчет денег? Насчет практической пользы? И вот тут мы переходим ко второму моему аргументу. Он про прагматику, про ощутимую выгоду. Луна — это не просто научная лаборатория. Это стартовая площадка для совершенно новой внеземной экономики. Наверняка многие слышали про гелий-3. Мол, это идеальное топливо для термоядерных реакторов будущего. Все так. Но главная фишка в том, что он нужен не в далеком будущем. Он нужен прямо сейчас, буквально вчера. Этот газ, которого на Земле почти нет, критически необходим для охлаждения квантовых компьютеров и для работы самых передовых медицинских сканеров. И чтобы это не звучало как фантастика, вот вам конкретная цифра. Частные компании уже подписали контракты на будущие поставки лунного гелия-3 на сумму, вдумайтесь, около $500 миллиарда. Например, одна финская компания, которая делает систему охлаждения для квантовых компьютеров, уже сейчас закупает будущий лунный ресурс, чтобы застраховаться от его дефицита на Земле. Рынок уже существует, он уже работает. И технологии для этого уже не на бумаге.
Их строят прямо сейчас. Инженеры, которые всю жизнь проектировали земные карьерные экскаваторы, сегодня собирают прототипы лунных добывающих комбайнов. Это будут роботы, которые сами копают реголит, так называется лунный грунт, и прямо на месте извлекают из него все ценное. И эти прототипы уже вовсю тестируют. Но гелий-3 — это на самом деле лишь вишенка на торте. Потому что сам по себе лунный грунт, реголит, — это настоящая сокровищница. Из него можно получать воду для питья, кислород для дыхания, железо, титан и алюминий для строительства. Ключевая идея тут — использование ресурсов на месте. Каждый килограмм стройматериалов или кислорода, произведенный на Луне, экономит десятки тысяч долларов на доставке с Земли. И тут кто-то скажет: ну, это все равно государственные программы, а не реальный бизнес. И знаете что? Совершенно верно. Именно так и рождалась Кремниевая долина. Все начиналось с гигантских государственных инвестиций в фундаментальную науку и рискованные разработки. А уже потом пришел частный рынок и превратил эти технологии в продукты, которыми мы все пользуемся. Мы ведь до сих пор живем в мире, который был создан той первой лунной гонкой. Микрочипы в наших смартфонах, GPS-навигаторы, аппараты УЗИ в больницах, даже огнестойкие костюмы пожарных — это все прямое наследие программы «Аполлон». Сложно даже вообразить, какой технологический рывок нам подарит создание уже постоянной лунной базы, но он точно будет не меньшим. И, наконец, третий аргумент. Для меня он, пожалуй, самый важный. Он не про науку и не про экономику. Он про нас с вами. Про то, кем мы, как вид, можем стать. Сама сложность, сама враждебность лунной среды заставит нас совершить прорыв. Как человеческий организм отреагирует на жизнь в условиях гравитации, которая в 6 раз слабее земной. Нам придется создать новую, полностью автономную медицину. Как вырастить еду на стерильном, пронизанном радиацией грунте. Нам придется совершить революцию в агробиологии. И все эти технологии потом вернутся к нам, на Землю. Есть отличная мысль, которая, по-моему, попадает в самую точку. Решая проблемы выживания на Луне, мы неизбежно становимся умнее, сильнее, технологичнее как вид. Мы как бы поднимаем планку для всего человечества. Вспомните разгар холодной войны. Мир на грани ядерной войны. И в этот самый момент непримиримые враги СССР и США находят в себе силы для совместной миссии «Союз-Аполлон». Этот проект не остановил конфликт, но он показал, что даже в самые темные времена возможен диалог и сотрудничество ради великой цели. Сегодня, когда наш мир снова расколот, такой объединяющий проект нам нужен как воздух. Итак, давайте соберем все это вместе. Возвращение на Луну — это не просто повторение шагов полувековой давности. Это шанс разгадать фундаментальные тайны Вселенной, запустить новую технологическую экономику и, может быть, стать немного лучше, как человечество. Программа «Аполлон», по сути, дала толчок всей цифровой революции. И вот главный вопрос, над которым стоит задуматься. Если тогда короткие экспедиции привели к таким последствиям, то что нам даст создание постоянной обитаемой базы на Луне? Какую новую эпоху это откроет? Потому что и я в этом глубоко убежден. Делая Луну своим вторым домом, мы меняем не просто свой космический адрес, мы меняем саму суть того, кто мы есть. Мы становимся видом, который не просто живет на своей планете, а активно осваивает Солнечную систему. И этот великий путь начинается именно там. На этом таком знакомом и, как теперь выясняется, таком загадочном сером шаре в нашем ночном небе.